Как выбрать плитку для ванной? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Как грамотно выбрать плитку для ванной комнаты? Что нужно учесть, оценивая качество материала? Предлагаем вам интересную информацию о выборе формы, размера и дизайна керамической плитки, а также об ее эксплуатационных характеристиках, на которые нужно обратить внимание при покупке. Наши полезные советы вам помогут подобрать подходящую плитку достойного качества. Керамическая плитка – традиционный материал для отделки ванной. Керамическая или кафельная плитка – безусловный лидер среди отделочных материалов для ванных комнат. Это обусловлено целым рядом достоинств керамики, делающих ее прекрасным вариантом для отделки помещений с повышенной влажностью. К этим достоинствам можно отнести красивый внешний вид и разнообразие оформления, устойчивость к воздействию воды и влаги, водоотталкивающие свойства, отличные характеристики прочности и износостойкости, простоту в уходе и химическую инертность, экологичность и гигиеничность, долгий срок службы. Благодаря перечисленным плюсам плитка является идеальным вариантом не только для ремонта ванной. Керамика часто применяется при ремонте туалета, используется при ремонте кухни и других помещений. Разберемся, как выбирать плитку для ванной и на что обращать внимание. Форма и размер плитки. В настоящее время керамика представлена множеством вариаций размеров и форм. Это традиционно маленькие, средние и большие квадраты и прямоугольники. Менее распространенные, но позволяющие создать весьма эффектный интерьер шестиугольники, напоминающие соты, а также нетрадиционные варианты – ромбы, круги, овалы в комплекте с элементами для заполнения промежутков. Что нужно учесть при выборе размера и формы? Для маленькой ванны нужно подбирать материал осторожно, чтобы помещение не стало выглядеть еще меньше. Лучше всего подойдут плитки среднего размера 20 на 20 см или 20 на 30 см. Более крупные или мелкие элементы могут уменьшить комнату, хотя вставки из миниатюрных плиток порой смотрятся отлично. С большими ваннами проще, там подойдет плитка любого размера. Несколько полезных советов. Используя прямоугольную плитку, вы можете изменить визуальное восприятие помещения. Вертикальная укладка поднимает потолок, горизонтальная удлиняет стены. Расположение напольной керамики по диагонали визуально расширяет пространство. Плитки нетрадиционных форм часто смотрятся лучше при частичной укладке. До середины стены панель, акцентная стена. Частичная укладка шестигранной плитки позволяет создавать очень стильные решения. Например, если сделать панели примерно до середины стены, выполнив вверх прерывистым и неровным по высоте. Вид поверхности плитки. По типу поверхности керамическая плитка разделяется на матовую, глянцевую и зеркальную. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, которые нужно учесть при выборе. Матовая поверхность. Матовая плитка имеет приятную и немного шершавую поверхность, зачастую имитирующая какой-либо естественный материал. Такая отделка прекрасно смотрится на стенах, не напрягая глаза бликами. Материал хорошо подходит для пола, поскольку скользит намного меньше, чем глянцевая плитка. Единственный недостаток матовой плитки – следы от брызг видны на ней намного лучше, чем на глянцевой поверхности. В целом такая отделка будет отличным вариантом для тех, кто предпочитает мягкие и спокойные цветовые решения. Глянцевая поверхность. Глянцевая керамика – наиболее распространенный и востребованный материал. Ее очевидные плюсы – красивая блестящая поверхность и простота в уходе. При выборе нужно учитывать, что темный кафель будет довольно сильно и раздражающе бликовать. Кроме того, темную плитку стоит использовать только в ванных комнатах с окном, иначе интерьер будет мрачноват. Зеркальная поверхность. Использование зеркальной плитки позволяет визуально увеличить пространство. Чаще всего она используется для создания вставок, в том числе и заменяющих зеркало в ванной. Зачастую зеркальными плитками выкладывается одна из стен в помещении. Также ими может декорироваться потолок, что визуально увеличивает его высоту. Выбор варианта дизайна плитки. Сегодняшний рынок предлагает колоссальный ассортимент вариаций плитки по оформлению. При желании вы можете реализовать в ванной комнате любой интерьерный стиль с самыми оригинальными идеями и дизайнерскими изысками. Рассмотрим наиболее популярные идеи оформления ванной. Моноколор. В дизайне используется одноцветная плитка без рисунков и цветовых переходов. Чтобы дизайн не выглядел скучным, обычно приобретается плитка нескольких гармонирующих между собой оттенков, например, голубой и зеленый или бежевый и кофейный. И из этих разноцветных плиток составляют различные узоры.
Также хорошим вариантом здесь будет игра на контрасте. Например, чисто белая плитка с разноцветными вкраплениями из ярких плиток других цветов. Или другие контрастные сочетания – черный-красный, песочный-коричневый, золотой-красный и так далее. Главное внимательно подбирать цвета и оттенки, чтобы они действительно хорошо смотрелись вместе. Морская тема. Для ванны это классика. Подбираются плитки цвета морской воды, от светло-голубого и до темно-бирюзового. Можно использовать плавные и резкие переходы цветов и оттенков. Но общее правило здесь такое. Переход оттенков осуществляется сверху вниз, от более светлого к темному. Под камень или дерево. Керамические плитки могут отлично имитировать рисунок и текстуры естественных материалов, придавая интерьеру дорогой вид. Особенно это касается дерева и натурального камня, мрамор, гранит, оникс и другие. При желании можно комбинировать плитки с текстурой разных камней и использовать сочетание камня и дерева. Под кирпич. Имитация кафелем кирпичной кладки довольно распространенный вариант в интерьере ванных комнат. Большим плюсом является его универсальность. Плитка под кирпич подходит для помещений любых размеров, для реализации самых разных стилевых решений. Мозаичная кладка. Керамическая плитка с мозаичным узором может стать изюминкой дизайна, особенно если хорошо подобрать оттенки соседних плиток, чтобы они гармонировали с мозаикой, акцентируя на ней внимание. Пэтчворк – лоскутные узоры. На основе плиток с узорами неповторяющейся тематики можно отделывать стены и пол. Однако полностью всю ванную так лучше не декорировать, оформление получится слишком пестрым. Хороший вариант для пэтчворка – отделка ограниченных по высоте панелей или акцентной стены. Плитка 3D. Керамика с объемными 3D-изображениями – очень оригинальный способ дизайна, но нужно действовать аккуратно. Крупный объемный рисунок уменьшает помещение, поэтому не подходит для небольших комнат. Для маленькой ванны лучше подбирать картинки с удаляющейся перспективой. При покупке обязательно проверьте кафель в каждом ящике на предмет цвета. Просто возьмите из любого ящика плитку и используйте ее как эталон. Нередко керамика из разных партий отличается цветовыми оттенками. Если обнаружилось нечто подобное, то нужно потребовать замену или отказаться от покупки. Эксплуатационные свойства плитки. Помимо декоративных качеств материала, большое значение имеют его потребительские характеристики. Он должен быть достаточно устойчивым к возможным негативным воздействиям среды, чтобы достойно выдерживать все нагрузки. Информация об эксплуатационных свойствах плитки обычно указывается на упаковке, нужно лишь разобраться с ее маркировкой. На упаковке керамической плитки бывает обозначена следующая информация. Функциональное назначение. Настенный материал обозначается значком ладони, напольный – значком ступни. Сорт плитки. Здесь зарубежные производители используют маркировку цветом. Наиболее качественный первый сорт, до 5% брака, обозначается красным. Второй сорт – синий, третий – зеленый. Отечественные производители просто указывают информацию о возможном количестве брака на упаковке. Износостойкость. По этому параметру керамику разделяют на 5 классов с обозначением римскими цифрами. Для ванной в квартире или коттедже достаточно будет плитки 2-3 класса. Брать более дорогую нет необходимости. Химическая устойчивость. Маркировка в виде колбы с буквенным обозначением АА, Б, С, Д. Уровень устойчивости. Плитка с наиболее устойчивым покрытием будет иметь символику АА, и это оптимальный вариант для ванной комнаты. Оценивая керамику по необходимому уровню износостойкости, можно ориентироваться на количество проживающих в доме или в квартире. Если речь идет об 1-2 жильцах, можно сэкономить и взять плитку первого класса. Какую плитку выбрать для ванной комнаты? Название производителя или торговой марки в наше время является очень важным аргументом при выборе множества товаров, и керамическая плитка здесь не исключение. Конечно, нужно ориентироваться на бренды, присутствующие много лет на рынке и имеющие заслуженную репутацию. В премиальном сегменте лидируют итальянские производители. Менее дорогой, но тоже качественный вариант – испанская плитка. Также стоит присмотреться к словацкой плитке. Если говорить о российских производителях, то здесь хорошую репутацию имеют такие марки, как Шахтинская плитка, Кирабут, завод Сокол. Как оценить качество плитки? Предлагаем вам полезные советы, которые помогут вам определить качество керамической плитки перед покупкой. Нужно обратить внимание на следующие моменты. Плитка должна иметь правильную геометрию, соответствующую заявленным производителем показателям. Особое внимание обратите на то, чтобы плитка имела ровную плоскость, не была винтом.
Чтобы это проверить, можно положить ее на ровную поверхность, например, на стекло витрины. Также можно приставить плитки друг к другу, чтобы проверить геометрию граней. Зазоры и неровности не допускаются. Эмаль должна лежать ровным слоем, без наплывов. Это может быть особенно заметно на краях плитки. Недопустимы сколы, трещины, вкрапления и иные дефекты. Чтобы проверить влагонепроницаемость, можно капнуть на плитку воды. Если все в порядке, она останется каплями на поверхности. Для проверки износостойкости напольной плитки попробуйте потереть ее лицевую сторону о грубую поверхность. Если следы повреждения отсутствуют, то покрытие достаточно качественное. Чтобы оценить, насколько скользкой будет напольная плитка, попробуйте смочить ее лицевую сторону и провести по влажной поверхности пальцем. Если покрытие стало скользким и палец перемещается без заметных усилий, то в ванной такой материал использовать не стоит. Следует отметить, что все проверочные манипуляции нужно проводить с приобретаемой плиткой из ящиков, а не с витринными образцами. При покупке керамической плитки к расчетному объему материала обязательно добавьте 8-12%. Если по какой-либо причине плитки не хватит, то может оказаться проблематичным найти такое же покрытие из этой же партии. Если же немного останется, не страшно, материал может пригодиться в будущем для локального ремонта. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.